Представители знака зодиака Лев. Мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Второй прогноз «Личная жизнь» до конца 2024 года. И это очень благоприятный год для построения теплых и искренних отношений. Ведь дракон ценит дружбу и все, что идет от души, от нашего сердца. Дракон не терпит фальши. И поэтому мы все будем большими реалистами в 2024 году. Давайте узнаем, как проявит себя партнер. Будет ли в 2024 году новое знакомство? Какие возможны перемены в вашей жизни? Или вообще, как изменится, мои дорогие, ваша личная жизнь? И через образы карт, я надеюсь, какие-то подсказки вы получите. И первые три карты мы достанем. Это будет называться позиция, ваше настроение или общий фон вашего настроя, мои дорогие, на личную жизнь. Итак, что для вас подскажут карты? Вторая позиция. Что вам будет помогать, что вас будет радовать? Ваши сильные стороны, мои дорогие. Вы все очень притягательные, очаровательные, импозантные люди. Лев заметен всегда. Когда входит лев даже в кабинет, в учреждение, в дом, в квартиру, сразу видно, что это зашла персона, не так, что-то временное. Поэтому вы производите впечатление, это правда. Давайте идем дальше с вами. Как проявит себя партнер, человек по отношению к вам? Как это будет выражаться? Четвертая позиция. Будет ли новое знакомство? Будут ли новые отношения? И мы достанем карты 3. Первое. Что вам может помешать? Ваши возможности или подарки судьбы, или какое продолжение следует, мои дорогие? Может быть, сюрпризы какие-то. И карту совет. Итак, первые три карты. Давайте узнаем. Тут просто любовь во всех своих проявлениях. Праздник, мои дорогие. Кто знает, может быть, у кого-то, буквально где-то конец февраля, начало марта. А еще это где-то связано с 19 числом. И это время, когда планета Хирон, символ израненного целителя, выравнивается с лунным узлом в знаке зодиака Овен. И это когда мы те наши пережитые, может быть, болезненные ощущения, или у кого-то, может быть, даже как предательство было, или еще какой-то факт из вашей жизни, возможно, о котором вы никому не расскажете. Наверное, вы оставляете прошлое в прошлом. Вы готовы, правда, построить новую историю любви или в ваших уже сложившихся отношениях. Мы сказали, дракон ценит все, что надежно, все то, что от души. И те союзы даже, которые уже сложились, значит, какой-то новый праздник жизни или, может быть, новое вдохновение в ваших отношениях. Туз кубков. Тут, когда действительно как-то по-другому для нас жизнь играет. Новые краски, новое вдохновение. Может быть, новый вкус свободы, мои дорогие, даже в отношениях, когда вы с партнером словно заодно. И очень интересно, у кого-то вполне вероятно, кстати, если мы про новое знакомство, тройка жезлов, кто-то может отправиться из вас в дальние края и там познакомиться. Может быть, это будет действительно какой-то буквально праздник. Или вы окажетесь, как в гостях у кого-то, и там состоится знакомство. Я не удивлюсь, если как будто и такое совпадет. Но и в уже сложившихся парах тоже праздник, радость, какие-то приятные новости, события, взаимопонимание, мои дорогие. Когда вы вместе будете с партнером уже планировать что-то, все же тройка жезлов – это карта якоря. И поэтому, смотря что лев задумал, вы то и будете осуществлять. Но в центре внимания это точно. Туз кубков, он подразумевает как и приятные эмоции, мои дорогие, так и материальное благополучие. Все-таки у нас тут рыбы прорисованы, один из символов как раз материальных благ. И как будто независимо от фазы Луны,
лучезарная дельта нам говорит: будь прозорливым и внимательным, не пройди мимо своего счастья. Кто знает, у каждого немножко ведь по-своему будет отстраиваться. Либо прежний союз, когда вы можете совершить важные разговоры и найти утраченное взаимопонимание, и это будет тоже означать как праздник. Мы сумели договориться, мы сумели понять друг друга. Это ведь очень важно. И кто знает, может быть, вы вместе надумаете, у кого-то это может буквально быть как семейный бизнес. Или когда вы будете много путешествовать, или вы задумаете переезд куда-то очень далеко. Тут настолько интересная палитра вашей личной жизни, и если мы говорим, на что вы вот настроены, а вот на все подряд, как и на праздник, как и на путешествие, как и на любовь, так и на материальное благо. Прекрасный лев, оптимист. Что вам будет помогать ваши сильные стороны? Ну, тут как будто ваши ангелы-хранители берутся где-то за вашу судьбу. 20-й старший аркан. Эта карта говорит о возрождении. И сразу нам как будто предлагает оставить в прошлое в прошлом какое-либо недопонимание или недоговоренности, а для кого-то из вас прежнюю историю с прежними разочарованиями. Может быть, будет какой-то период, когда по семерке пентаклей мы никуда не торопимся. Или будут какие-то паузы, это неизбежно. Вот я называю эту карту карта перезагрузки, потому что любая активность проходит в 6 стадий по нумерологии, а следом за 6 идет 7. И вот это 7 своего рода как, знаете, пауза для того, чтобы мы с чем-то определились, успели осмотреться, принять важные решения. И у нас предыдущее идет старший аркан. Это действительно как будто как пространство, время для вас подыгрывает какой-то сценарий. Или что-то завершается, и начинается сразу что-то новое. Может быть и так. Ваши сильные стороны будут в том, что вы словно под защитой высших сил. Но от вас не торопиться. Две карты, которые говорят, но о своего рода паузе. Может быть, подождать, пока партнер в вашу сторону проявится, или принять какие-то знаки внимания, не спорить. Вот, кстати, четверка мечей, когда мы складываем оружие, когда мы больше, ну, даже где-то себе уделяем внимание, как будто, мои дорогие львы и львицы, здесь все как по заказу высших сил, или как будто... Наверное, ваша судьба прописана в небесных скрижалях. Ведь две карты, которые о неспешности говорят, и в то же время карта 20-го старшего аркана говорит, что как будто судьба предопределена. Уже, наверное, какие-то отношения, они должны быть либо продолжены, либо у кого-то начаться. Давайте мы с вами посмотрим третью нашу позицию, как проявит по отношению к вам человек. А человек может занять где-то и оборону, девятка жезлов. Это предполагается, что может быть человек не очень торопливый, может быть, ну, как-то обдумывает какие-то свои позиции, может быть, у вашего избранника еще есть какая-то, ну, история своей личной жизни, и нужно ее как гештальт какой-то закрыть. Все-таки у нас еще 12-й аркан повешенного идет. Это карта жертвенности. Может быть, и человек ваш достаточно непрост, то есть тоже ему что-то довелось пережить. И есть тот факт, когда он должен словно сам с собой разобраться. Может быть, это, знаете, для кого-то проиграется как сложные отношения, когда у человека еще есть партнер, у кого-то так. Или сам по себе человек может быть таким, что он принимает очень взвешенное решение. Но и вам, может быть, поэтому говорят, ты не спеши. Тут все произойдет в свое время. И девятка жезлов как проявится. Человек сам по себе, скорее всего, как будто немногословный. И, может быть, вам сложно его где-то понять. Но карты нам говорят ведь уже, как будто праздник обеспечен. Но ты сам, ну, не педалируй какую-то ситуацию. Или будет ваша более сильная позиция, наверное, если вы, ну, где-то не будете инициативу брать в свои руки, а именно посмотрите, как со стороны партнера в знаке внимания или в каких-то ситуациях его пронаблюдаете, сделаете выводы. Ведь между вот этими двумя картами, опять же, ожидание,
Выпадает двойка кубков, и это карта искренних отношений. Это то, что мы называем любовью настоящей. Это когда люди понимают друг друга без слов. Может быть, какая-то и нерешительность со стороны партнера, я такое могу предположить. Но это не значит, что вас не любят, мои дорогие. Давайте мы посмотрим новое знакомство. У кого-то может быть так, что вы откажетесь от прежних отношений. Все-таки королева мечей – это та, которая отрезала, так отрезала, прообраз Юдифи. Пусть не в этой колоде. Шестерка пентаклей – помощь высших сил. И нам больше, конечно, говорят о том, что кто-то из вас, мои дорогие львы и львицы, может отказаться от продолжения каких-то новых знакомств, именно потому, что или, может быть, так сложатся обстоятельства, вас что-то не устроит. Вы не будете согласны на то, что, ну, как бы, пусть бы был какой-то человек, да, лишь бы я не был один или одна. Вот вы будете очень избирательны. И вдобавок у вас очень удачный период по заработкам буквально. Может быть, ваши чистолюбивые планы, они перевесят вот то желание жить в паре. Вот у кого-то и так может быть. Если мы говорим про новые знакомства, они могут быть. И по четверке кубков нам говорят, что да, в принципе, как будто кубок вот этот предлагают вам, но вы не торопитесь его брать, видимо. Либо, может быть, избранник, или избранник имеется в виду тот, который избрал вас, да, мы все-таки смотрим со стороны отношения. И, может быть, вас будет что-то не устраивать в человеке, или вам что-то не понравится, недостаточно хорош или, может быть, недостаточно статусен. Вот, кстати, это мелкая карта, и у кого-то это проиграется, что нет, партнер, ну, совсем не то, о чем я мечтал. А может быть, и стоит присмотреться по шестерке пентаклей. Это бывают такие знакомства, которые приходят в нашу жизнь отнюдь неспроста. Но вы настроены не продолжать какую-то слишком долгую историю, если вы не видите, ну, какой-либо перспективы, сказала бы. Итак, мои дорогие, давайте мы посмотрим, что же вам может помешать. А вам может помешать, знаете как? Вот, к примеру, знакомство же есть, но как будто сами можете отказаться. И мы говорим присмотреться. Правда, тут может быть такой человек, который, ну, может, на первый взгляд не производит для вас впечатления. Между тем, это может быть как раз очень что-то интересное, как знакомство, или какое-то событие, может быть, оно недостаточно яркое, или вас этот человек может где-то останавливать из-за своей холодности. Может быть, он немногословный. Может быть, это тот человек, который, ну, условно, я не могу просчитать его энергии, я не могу понять, о чем он думает. Но не торопитесь с выводами. И если мы говорим, что может помешать, какая-то прежняя история. У нас выпадает король кубков, и для кого-то из вас это может проиграться, ну, может быть, прежний супруг или прежний партнер по вашему союзу, который, может быть, неудачно складывался, и вы будете сравнивать, вполне вероятно, теперешние отношения и какие-то прошлые. Поэтому не переносите прошлую боль на отношения сегодняшнего дня. Для кого-то из вас может помешать, ну, где-то продуманность, слишком материализм какой-то. Тоже вы будете так вот сравнивать, как будто на одну чашу весов положите чувства, а на другую положите, ну, достаток, прибыль или возможные какие-то бонусы. Вы очень прагматичны. И у нас туза кубков началось, и как раз там представлены рыбы. И мы сказали о материальном благополучии, по крайней мере, и этот вопрос, он будет вас интересовать. И он будет стоять отнюдь не на последнем месте. Вы не будете как будто готовы закрыть глаза, если есть чувства, но нет какой-то материальной базы. Вот такие, скорее всего, отношения вряд ли вы будете рассматривать. Льву нужно, чтобы была гармония, баланс во всем. Давайте мы посмотрим. И каковы же перспективы. Но вы все-таки
Очень правильно настроены, перспективы прекрасные. Все же вот, наверное, какой-то есть союз, который сужден вам, мои дорогие. Пусть он и развивается как-то медленно, или, может быть, даже показаться вам так, что странно. Десятка пентаклей– это и дом полная чаша, это и сам по себе праздник, это и надежность, это и уверенность, как в дне сегодняшнем, так и в дне завтрашнем. Здесь, ну, всеобъемлющее благополучие, наверное, все то, что вы хотите получить. И значит, продолжение следует какой-то истории. Только вопрос, либо это будет прежние отношения, либо все же вы как-то откроетесь навстречу тем предложениям или тем новым знакомствам, которые у вас состоятся. Давайте совет от карт. Шикарно, мои дорогие. Ну, может быть, карты так показывают, поскольку тут я могу предположить, как и старый какой-то прежний союз заиграет новыми красками, вдохновением, вот этой вот, знаете, надежностью, когда мы понимаем друг друга без слов. Мы как будто чувствуем интуитивно. Так и новые отношения, посмотрите, тут тоже могут сложиться. Может быть, где-то нам говорит карта, ты не торопись в суждениях. Может быть, как бы ценить человека или оценить человека. Тут с первого взгляда чего-то можно не увидеть. И, кстати, с учетом королевы мечей, на первый взгляд, вот если мы говорим про новое знакомство, человек может не понравиться, а в последующем это будут надежные отношения, мои дорогие. Поэтому не рубите с плеча, вот я бы сказала так. Не давите на вашего партнера своим авторитетом. Где-то вот этот момент очень тонкий такой нюанс. Почему? Потому что, посмотрите, у вас две десятки. Десятка кубков и десятка пентаклей. Это как на продолжение, а это как на совет. Какой-то союз, как будто создать, сохранить, быть счастливым, быть благополучным. Ну, наверное, во всех, точнее, сферах жизни получить вот тот самый баланс или то, что мы называем счастье, и быть уверенным, повторяюсь, как и в дне сегодняшнем, так и в дне завтрашнем. Очень важно отстроить вот такие, как и доверительные, так и надежные отношения в 2024 году, потому что последующий 2025 год может тоже в себе нести сам по себе, как в обстоятельствах перемены. И будет очень важно, кто же рядом с нами. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.